Привет всем! В этом видео я сделаю обзор, покажу, как подключается и настраивается программируемый таймер. У меня моделька на 110-220 вольт, такие же модельки есть на 12 вольт и на 24. В зависимости от потребителя, который вы будете подключать, вы выбираете на нужное напряжение. Потому что здесь входное напряжение на таймер, оно же является и напряжением, которое подается на потребитель. Клеммничек с обратной стороны. Вот сюда подается входное напряжение фазой 0. И на выходе будет тоже 0 и фаза. Вот эти два контакта между собой замкнуты. А вот эти и вот этот, они через реле идут. То есть размыкается у нас фаза. Для примера я покажу, как подключается лампочка. То есть таймер будет управлять лампой. Попробуем все программы, которые здесь есть. Их тут всего 6 штук. Подключаем мы красный провод. Это у нас будет фаза, которая будет размыкаться. Подключаем. Вот этот контакт, это у нас будет 0. Также подключаем. И берем питание с розетки 220 вольт. Сюда мы подаем 0. Сюда мы подаем фазу. Если перепутать фазу и 0, ничего страшного не произойдет. Просто у нас будет 0 обрываться, а фаза будет постоянная. Ну, лучше подключать правильно. Сюда я подаю 0. И на вот этот контакт мы подаем фазу. При подаче питания у нас сразу таймер включается, горит дисплей и будет выполняться выбранная программа при подаче питания. Для того, чтобы выключить таймер, мы можем с помощью двойного нажатия на красную кнопочку таймер отключить. То есть программа выполняться не будет. Горит значок OFF и мигает надпись STOP. Включается двойным нажатием на красную кнопку. Вот у нас уже таймер включен. И здесь есть разные программы. Сейчас я покажу, как они настраиваются. Для того, чтобы зайти в меню, зажимаем кнопку Set на 2 секунды. Вошли в меню настроек. P0, P1 и P2. P0 это у нас единица измерения времени первого таймера. Это верхняя строка. Можно выбрать, нажимаем Set и выбираем 0 это секунды. 1 это минуты, 2 это часы. То есть время может измеряться в секундах, минутах и в часах. Ну, я для примера буду использовать в секундах, чтобы долго не ждать. Дальше кнопкой Set выходим, переключаем на P1. P1 это единица измерения времени второго таймера. Также выбираем секунды, минуты и часы. Для примера я буду использовать в секундах. Сохраняется. И в P2 мы выбираем нужную нам программу. Сейчас я все продемонстрирую, как работает. Начнем с нулевой. Тут у нас оно измеряется 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть всего 6 программ. Начнем с нулевой. Заходим сюда, сохраняем и выходим из настроек. Можно вот так выйти. Вот у нас пошел отсчет времени. Это у нас задержка включения. То есть при подаче питания у нас таймер будет выключен. Вот я сейчас отключу питание. Подаю питание. Идет задержка включения. Пошел отсчет таймера. И после истечения времени таймер у нас включился и будет гореть постоянно. Это программа. Чтобы изменить время задержки, она настраивается в другом меню. С помощью кнопки Set. Мы нажимаем ее 2 раза и заходим в настройки времени. И с помощью стрелочек мы выставляем нужное время, например, там 8 секунд. Переключаем кнопкой Set выбор времени второго таймера. В этой программе оно не используется, поэтому мы не будем его трогать. Вот, сохранились настройки, задержка включения. Отсчитала время, таймер включился. Теперь проверим вторую программу. Заходим в меню. Выбираем P2 и выбираем первую программу. Сохраняем. То есть это уже будет вторая под номером 1. Выходим с настроек. И здесь у нас задержка выключения. При подаче питания таймер включится на выставленное время. В данном случае у меня 8 секунд стояло. То есть, если я отключу
Подаем питание. И реле у нас включит лампочку на 8 секунд. Можно выбрать минуты, часы, то есть тот интервал, который вам нужен. Теперь проверим следующую программу. Под цифрой 2. Сохраняем. Выходим обратно. Пошел отсчет времени. Первый таймер. Реле выключено. Лампа не горит. Задержка включения. И включится на интервал, который во втором значении выставляется, второе число. То есть задержка включения, и потом таймер включается на выставленное время. Время можно двойным нажатием изменить. Задержка включения 8 секунд. И время работы 4 секунды. Можно выставить 1 час, можно 40 минут. В общем, любое время, которое вам нужно. Измеряется в секундах, например, 7 секунд. Сохранили настройки, пошел отсчет времени, вот таймер работает. Теперь проверим четвертую программу. Зажимаем Set, выбираем под цифрой 3, сохраняем. Это у нас будет работать задержка выключения. Вот, включилась при подаче питания, потом время вышло, выключилось на определенное время. И затем включилось и уже будет работать постоянно, пока вы его не выключите вручную, либо если вы уберете питание. А так оно работает теперь постоянно. Вот мы убираем питание, я отключаю от сети, подаю питание. Задержка выключения. Выключится на выставленное время 7 секунд. И потом опять включится, уже будет гореть постоянно. Теперь проверим следующую программу. Под цифрой 4. Сохраняем. Задержка включения. Лампочка не горит, отсчет времени идет. Включилась на 5, 6, 3. Вот отсчет времени идет. И затем выключилась. Пошел отсчет опять первого таймера. Теперь включилось на время. Это у нас циклический режим. Вот оно периодически будет включаться. Здесь количество повторений не выставляется. То есть оно будет работать, пока подается питание. Можно выключить с помощью красной кнопочки. И потом заново включить. Выберем следующую программу. Под цифрой 5. Пятую сохраняем. Выходим назад. Здесь у нас также циклический режим. У нас отсчет времени во включенном положении. Потом отсчет времени в выключенном положении. И так по кругу будет включаться-выключаться. Также можно время интервала выставлять разные. Часы, минуты, либо секунды. То есть можно сделать так, чтобы там каждые 24 часа включался таймер на определенное время. Также это можно использовать данную функцию в этом таймере. Вот так работает модуль этот. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.